Всем привет, меня зовут Павел, вы находитесь на канале Территория татуировки. И это видео будет одно из самых полезных и познавательных на этом канале. А все почему? Потому что в этом видео мы разберем все моменты касаемо расположения татуировки на теле человека и в каких положениях нужно работать. Разберем разные позы, как переводить трансфер и в каких положениях лучше работать. И поможет нам в этом наша очаровательная модель Дарина. Бывает так, что заходишь на страницу мастера в социальных сетях, и он пишет: «Я мастер с большим стажем работы, воплощу все ваши мечты в реальность». Или «Я вот недавно был на фестивале татуировки в роли жюри и видел, как тату-мастер выполняет очень хорошую работу, но она имеет основной косяк. Это когда у нас эскиз смотрит в зад модели». Обратите внимание, все самые скучные и неинтересные места у нас расположены вот здесь вот. Самый интересный участок, он должен смотреть у нас на зрителя. Почему портрет смотрит зад, непонятно. С этим я столкнулся на фестивале татуировки. Был очень хороший уровень, прямо работа сделана идеально, но на этот косяк невозможно обратить внимание, поэтому этому человеку, конечно же, никакое первое место и никакое третье место я дать не мог, об этом речи не шло. То же самое и в социальных сетях. Парень пишет, что я офигенный тату-мастер, он делает хорошие работы, но не знает основных моментов, которые я не проговариваю даже у себя на курсах тату-мастеров, потому что это элементарнейшие моменты, это само собой разумеющаяся тема. Ну, как видно, это нужно тоже разбирать. Поэтому переходим далее. Это касается практически всех участков на теле модели, где бедро обязательно, бедро сбоку. Далее голень. Исключением может быть бедро девушки. Почему? Либо изображение смотрит сюда, либо сюда, неважно. Но если мы будем располагать сбоку, то, конечно же, она обязательно смотрит на зрителя. Как делать неправильно? Вот, когда вы лепите изображение не спереди, не сбоку, а сюда. То есть, предположим, сбоку мы нанесли татуировку. Это круто смотрится. Здесь еще есть место для другой татуировки. Здесь то же самое. Остается место, чтобы как-то продолжить развить тему. Вот так будет поскучнее. В общем, если мы располагаем татуировку спереди, то наш персонаж может смотреть либо вправо, либо влево, неважно, в зависимости от эскиза, от общей концепции. Также исключением может быть лопатка. Здесь наш персонаж изображения может смотреть либо вправо, либо влево, в зависимости от выбора мастера, модели, а также непосредственно от самого эскиза. Далее, изображение сбоку, разумеется, также смотрит на зрителя. Изображение на груди смотрит в центр. Ни в коем случае у нас персонаж не должен нюхать подмышку. Вот такого быть не должно. За такое логично судьи не то что снимет балл, а, возможно, не дадут вам никакого места, как бы вы офигенно работу не сделали. Тут, потому что эти косяки видны невооруженным взглядом, даже не судьям, а просто людям, которые проходят по улице. Татуировка должна быть хорошего размера. Если мы не говорим сейчас про портаки, про мини-татушки, а говорим про хорошие, интересные, масштабные проекты, то татуировка должна хорошо читаться с расстояния делового общения. Вот смотрите, предположим, я иду по набережной города, встречаю очаровательную девушку, мне издалека уже видно с расстояния 2, 3, 5, да, в идеале вообще 10 метров можно разглядеть, что у нас должно быть изображено. Издалека смотрим прикольно, ближе подходим, залипаем еще лучше. Но если бы вот здесь изображение было повернуто вот так, издалека не было бы непонятно ничего, что здесь происходит. Перейдем к конкретным участкам. Начнем с бедра. Итак, расположение смотрит нас на зрителя. И, во-первых, очень вот этот вот скучный момент у нас идет. Есть такая тема, как кашу маслом не испортишь. То же самое и с татуировкой с хорошими размерами. Не стесняйтесь делать большие размеры в татуировках. Вот я специально распечатал большой размер, но тем не менее, вот здесь завершение какое-то скучное, можно как-то это обыграть. Там орнаменталикой, графикой, не знаю, чем угодно. И также выводить вот сюда. Потому что вот такой размер будет смотреться хорошо, а вот такой размер будет смотреться офигенно. А вот такой размер будет смотреться хреново. Поэтому, если к вам приходит модель и хочет сделать татуировку за один сеанс в графике, то многие мастера такие: ага, нам не хотят много платить, несколько сеансов, я сделаю размер поменьше, а в итоге они получают не идеальную работу, потому что все сливается в одну кашу, тем более со временем, спустя пару месяцев и тем более спустя пару лет. Это, во-первых, вы не получаете ходячую рекламу, вы получаете портак. Это раз. И два, большое количество элементов на небольшом участке, вы сами себе усложняете жизнь.
хотите сэкономить время, а на самом деле получается так, что вы делаете работу намного дольше. Поэтому ваша задача, если мы говорим про бедро, сделать работу в хорошем размере. Это раз. И два, попробовать уговорить человека на то, чтобы сделать не в хорошем размере, а прямо в офигенном размере. Вот отсюда, вот до сюда, этого петушка. Разумеется, если мы его растянем, это будет скучно. То есть добавить можно какие-то вензеля, добавить можно какой-то орнаментал, графику, леттеринг по форме ягодиц спустить. Все, что угодно можно добавить. Объясняете клиенту, что каждый сеанс оплачивается, разумеется, ему нужно прийти 2 раза, заплатить 2 раза, но это не считается каким-то обманом по той причине, что человек получает татуировку намного более крутую визуально. Все хорошо, предположим, мы договорились с моделью на несколько сеансов, у нас тут будет петушок, и дальше мы разовьем тему, ну, это фрихенд и рисование вам в помощь. Сейчас не столь важно, сейчас мы уже переходим непосредственно к переносу трансфера на тело. Итак, трансфер я перевожу практически во всех случаях, ну, за исключением татуировки на предплечье, практически всегда я перевожу его в стоячем положении, потому что изображение так не искажается. Казалось бы, на бедре мы переносим, и когда мы садимся, разница не сильно существенная, но она есть. И в зависимости от человека, бывает, переносишь трансфер на бедро в сидячем положении, все нормально, он встает. Если вы делаете портрет, то он сужается у вас вот так вот, да, максимально уебищного состояния, беспонтового. Поэтому ни в коем случае так не делайте. Любую татуировку вы переносите в естественном положении. Поэтому вставай нормально, ровно, вот, прямо мы переносим. И далее, что мы говорим? Девушке, чтобы она приняла устойчивое положение. Устойчивое, может, ноги прям пошире сделать. Вот туда ногу поставь, правую. Вот, чтобы когда я ее толкал, она более-менее держалась. И после этого переносим в естественное положение трансфер. Ни в коем случае не в сидячем. Поэтому я просто-напросто представляю, что я перенес трансфер сбоку на бедро девушки. И теперь мы подождали 15-20 минут, пока он высохнет. Можно ложиться и начинать бить татуировку. Все, ложись по центру кушетки. Обратите внимание на мое положение и так, как легла модель. Если мне слишком далеко, что я могу сделать? Вместо того, чтобы куролесить, делать всякую херню, изъебываться, когда мне неудобно. Я могу сначала, прежде всего, сесть максимально удобно, чтобы было мне. Не нужно стесняться ноги перекинуть через леску и оказаться в 2 раза ближе к модели. И второе, мы начинаем делать татуировку модели на левое бедро. Сейчас я вам объясню, почему на левое бедро. Так, ногу вот сюда. Вот. И здесь у нас получается, обратите внимание, целый холст для нанесения татуировки. Мы начинаем татуировку снизу вверх, справа налево. И сейчас я вам объясню, почему именно левое бедро. Почему именно левое бедро, а не правое. Смотрите, во-первых, не нужно стесняться положить, зафиксировать свои руки так, как удобно именно вам. Потому что у нас была такая клиентка у стажеров, да, прямо мы обучаем, да, ведем курсы тату-мастеров, и у нас была одна прямо такая очень такая стеснительная стажерка, ну, мягко говоря, стеснительная, а модель была прямо такая волевая. И кто уже делал большие татуировки, знает, что через 4 часа больнее, через 5 часов еще больнее, и через 7 часов она уже начинает говорить стажерку: ты понимаешь, что ты делаешь, мне больно? Стажерка такая: угу. То есть этот вот вайп, ну, разумеется, отражается на качестве. Стажерка, она прямо начинает загоняться. И потом модель такая встает, немножечко пристань. Вот, встает такая, я говорю: ты что делаешь? Она такая: ну, мне так неудобно. Все, ложись обратно. Я такой: в смысле неудобно? Ну, Павел, я сама раньше работала с клиентами, я знаю, что прежде всего должно быть удобно клиенту. Вот в татуировке такая хуйня не работает. Потом, по той причине, что если вы сделаете херню, вам потом за это и предъявят. Поэтому прежде всего должно быть удобно мастеру, а потом уже клиенту. Поэтому если ей неудобно, тут ничего не поделаешь. Если есть возможность сделать удобнее, то сделайте. Если нет такой возможности, то пусть она немножечко мучается. Потому что клиенты, они сами приходят, чтобы вы потыкали в них иголкой. У нас есть стажерки, которые показывали один из лучших результатов на обучение, но потом они не становились тату-мастерами только потому, что они говорят: вот мы видим, как человек страдает, и мы не можем делать им больно. Ну, это уже психологические моменты, которые решаются непосредственно с психологом. Если вы тату-мастер, вы должны быть прямо как врач. У вас должно быть желание помочь человеку. А если врач говорит: ой, тебе больно? Ну ладно, тебя руку ампутируют, ты не ампутируют, и ты сдохнешь. Поэтому такая доброта
только делает хуже. Вы должны быть специалистом, а специалист прежде всего делает работу хорошо. А хорошо сделанная татуировка – это когда вы не подвергаетесь воздействию всяких факторов психологических, когда вас клиент начинает нагружать: «О, давай быстрее, давай быстрее». И хорошо, хорошо. Вы хотите удовлетворить человека? Здесь поделали, а здесь сделай, здесь сделали, здесь сделай. И в итоге получается хуйня, потому что человек не разбирается, ваш клиент чаще всего не разбирается ни в татуировке, ни в рисовании, и потом за это вам предъявляет. Поэтому вы должны быть эксперт, вы должны быть первым номером как в отношении мужчины и женщины. Даже если вы девушка, в тату-студии вы всегда парень. Немного отвлеклись. Так почему же все-таки левая нога, а не правая? Так, смотрим заново. Левая нога, вы максимально можете хорошо зафиксировать свои руки. Далее, ваша татуировка, вы работаете снизу вверх, справа налево. Перед вами целый холст, где можно работать снизу вверх, справа налево и максимально хорошо зафиксировать свои руки. Теперь перекладывайся на другую сторону. Просто, да, прям головой в ту сторону ложись. И давай другую ногу. Да, точно так же, только другую ногу. Так, петушок уже смотрит не так, куда надо. Ну ладно, представим, что петушок смотрит в нужном направлении. Представляем, что другая нога забита, вы все-таки вынуждены делать татуировку на правом бедре. Здесь какая разница? Также мы начинаем снизу вверх, справа налево, но здесь уже подобраться к татуировке становится немножко сложнее. И здесь у нас девушка находится в хорошей форме, но есть как бы девушки немножечко разные, и бывает непонятно вообще откуда начинать. То есть справа налево это отсюда или справа налево это отсюда. Вот здесь нам все легче, но с другой стороны немного. Я не говорю, что прям про существенную разницу, но честно говорю, что немного удобнее работать на левой ноге. Есть мастера, которые вообще не видят разницы. Есть мастера, которые видят небольшую разницу. Лично я для себя в своих работах прямо вижу существенную разницу. Вот мне на левой ноге работать намного удобнее. Может быть, это дело привычки, но в целом вот так вот подбираться к бедру чуть сложнее. Поэтому один из лайфхаков: приходит к вам модель, говорите: какая нога, левая или правая? Правая. А почему правая? Может, левая? Такая: ну, нам пофигу. Ну все, тогда левая. А какая нога, правая или левая? Ну, все-таки, наверное, правая. На левую не очень хочу. А понимаете, что там на правой ноге чуть менее удобно работать? Возможно, это будет пара сеансов. Да, тогда на левую. Если переубедились на левую, хорошо, не переубедились, но вы хотя бы предупредили человека, что, возможно, у вас будет возможность сделать сразу 2 сеанса, работать в кайф, не торопясь, и заработать в 2 раза больше денег. И если у вас есть места на выбор между лопаткой, рукой там, и бедром, или голенью, то, конечно же, выбирайте бедро, потому что бедро – это один из самых участков, подходящих для татуировки. У нас на канале уже есть видео с участками подходящими, неподходящими, вот его можно тоже посмотреть, тоже обязательно к просмотру. Вот, если мы говорим про бедро, ложись опять также за татухой на бедро, можно всегда, если вам не очень удобно работать, вам сложно куда-то подлезть, вот вам лайфхак. Забарьерили подушку, подложили подушку. У нас получается нога немножечко становится объемнее, и нам не нужно вот так вот мучиться, подлазить, изъебываться, когда у нас уже кожа растянулась. Во-первых, вам проще до этого участка добраться. Во-вторых, вам нужно кожу растягивать еще меньше. Вот, почему опять же бедро. Кожа здесь очень хорошая, очень растянутая. То есть начинающим мастерам и, опять же, мастерам с небольшим опытом не нужно сильно мучиться. Вы можете больше сконцентрироваться на качестве работы, потому что кожа уже очень хорошо натянута, но это не значит, что ее не нужно растягивать вообще. Конечно же, кожу мы в любом случае тянем. Но если мы подкладываем подушку, то кожа у вас растягивается еще лучше, что упростит вашу работу. Ну и про кожные особенности и небольшую волосатость. Здесь мы видим прямо такой легенький пушок. Такой пушок можно не брить, а можно брить. То есть по желанию, в зависимости от того, насколько этот пушок пушной. Это во-первых. Если мы видим лютую волосатую ногу, вот как у меня, то, конечно же, ее надо обязательно брить. Ну и про натяжение кожи ни в коем случае нельзя забывать. Кожу мы растягиваем хорошо, несмотря на то, что это бедро. На всех остальных участках вам придется мучиться с этим натяжением еще больше. Но если вы начинающий мастер, работали только на искусственной коже, это не то, что нельзя недооценивать. То есть это вообще один из самых важных факторов татуировки, что при покрасе, что при контуре. Это хорошее, прямо хорошее натяжение кожи. Следующее расположение – это у нас ягодицы. Что можно расположить на ягодице? Ну, во-первых, помните, я говорил про кашу, которую не испортишь маслом? Здесь то же самое, ягодицу вы не испортите мандалой. Если какой-нибудь там здоровый череп сюда можно ляпнуть, либо мандалу, которая подчеркнет
форму нашей попки. Обратите внимание на вот эту вот мою старую работу с драконом на все бедро и вообще и на спину. Здесь я добавил мандалу, чтобы она подчеркнула форму ягодицы и чтобы там не оставалось белой проплешины. Поэтому, если вы хотите расположить татуировку на ягодице, то это должен быть соответственный эскиз, более округлый, чем овальный, это раз. И два, предположим, это может быть большая татуировка на все бедро, и дополнительно вы дополняете его либо мандалой, либо просто сюда располагаете мандалу. На самом деле тоже место для творчества довольно много, поэтому можно экспериментировать, фантазировать и лепить какие-то авторские, индивидуальные, крутые эскизы. Можно большую олдскульную розу вот сделать, это будет смотреться очень сексуально, для девушки живописно, красиво, вкусно. Заметьте, у вас модель во время сеанса все время сидит в планке, но вам должно быть все равно, как она сидит, как ей удобно, так и пусть располагает. Самое главное, чтобы этот участок у нее был подконтрольный вам, и чтобы вы никак не отвлекались от работы. Поэтому, если вам нужно чуть левее сделать, чуть правее сделать, не нужно говорить, а сделайте так, вы немножечко подзалобаете. А если мы говорим про какое-то кардинальное уже перемещение, вот сейчас ляг на бочину, мы, предположим, нам забыли что-то сделать на бедре, доделать. И мы продолжаем работать на бедре, потому что это очень будет странно, если возьму девушку и, короче, начну вот так вот ее прямо заниматься с ней бразильским джиу-джитсу. Вот, а небольшие перемещения чуть правее, чуть левее, смело можно координировать, чтобы вам было удобно. Не нужно человека сдалбливать. Чуть левее, чуть правее, чуть левее. Просто работайте как вам удобно. Если вам неудобно, что слишком далеко, нахера вы изъебываетесь. Вам вот почему многие портачат первый один и будут другой. Потому что нет человека, который будет стоять рядом и пиздить вас. Вместо того, чтобы делать фигню, можно просто-напросто попросить, чтобы девушка подвинулась к вам поближе, еще ближе. Все, максимально удобно работать. Вот, целый холст перед вами. Не нужно мучиться и говорить, я немножечко стесняюсь, да, у вас какие-то, возможно, у парней будут какие-то волнительные ощущения на таких секосных девушках первые там 2-3 месяца, но буквально через 2-3 месяца вы уже будете себя ощущать как специалист и меньше будете волноваться и думать только о татуировке уже. Следующий момент будет поясница. Итак, мне неудобно перекладывать головой в ту сторону. Про поясницу будем рассказывать и потом плавно перейдем к спине. Там, кстати, камера-то пишет, нет? Итак, смотрите, при работе на пояснице, тут уже не важно какой эскиз, предположим, вы подобрали эскиз, и вам нужно сделать татуировку на пояснице. Когда мы здесь работаем, в чем сложность? Во-первых, у меня рука лежит прямо на ягодице, и получается, что это, во-первых, не очень удобно мне, это раз. Во-вторых, наша задача кожу растягивать, а здесь, обратите внимание, она не то что растянута, вам приходится самостоятельно ее растягивать, но этого движения не хватает. Вам нужно, чтобы ваш клиент вам помог. Итак, во-первых, очень неудобно работать в этой вот в марианской впадине, это раз. Во-вторых, кожа здесь очень сильно стягивается, поэтому уже после того, как мы перенесли трансфер в естественном положении, а это какое положение? Когда модель у нас стоит. И все, теперь можно наносить татуировку. Итак, Дарина, теперь садись на кушетку, прямо садись спиной ко мне. Вот, и теперь можно камерой показать уже с моего ракурса. Теперь, по идее, что я должен сделать как мастер, чтобы она не упала вниз? Что-нибудь подставить, чтобы она могла за это держаться, если равновесие у нее... Почему я могу упасть? Ну, наклоняйся. Еще сильнее наклоняйся. Тебе так нужно сидеть 6 часов, предположим. Тебе нужно в любом случае руками опираться, или ты вот так будешь 6 часов держать. Понятно. Поэтому что-нибудь, куда можно либо ноги поставить, либо на что можно опереться. Все, я сажусь также максимально близко, наклоняйся. И кожу мы растягиваем. Разумеется, перевели татуировку мы в естественное положение, и теперь мы уже можем работать, но обязательно работаем с растянутой кожей. Не нужно мучиться. Вот, она наклонилась, и кожа у нее растянулась в 2 или в 3, или даже в 4 раза. И вы это движение еще дальше продолжаете обязательно растягивать. Закончили с поясницей, переходим плавно к спине. Поворачивайся, показывай нам спинку. Вот. Обратите внимание, спина у нас это довольно большой холст для нанесения татуировки. И очень часто мне задают вопрос, а как же переносить такой большой трансфер на всю спину? Ну, я на самом деле немножечко в шоке, что очень много таких вопросов элементарных приходит. Ну, спойлер на будущее, просто вы берете в фотошопе
расчерчиваете картинку на 6 частей, предположим, и отдельной частью вырезаете и переводите трансфер. То есть сюда одну часть перевели, сюда, сюда, и потом маркером, фрихедом это все дорисовываете. Если вы хотите, чтобы у вас все было максимально ровно, идеально ложилось по форме спины, то примерно разбиваете картинку на несколько частей, печатаете их всех, переводите трансфер, дальше при помощи скотча это все склеиваете, и в одиночку, скорее всего, вам будет прямо очень сложно перевести трансфер, поэтому можно попросить кого-нибудь, чтобы они вам поддержали, помогли, чтобы более-менее ровно у вас все зафиксировалось. Как переводили наши мастера трансфера, я видел, они брали прямо таким вот рулоном, скручивали и потихонечку вниз этот рулон разглаживали. Вот это один из вариантов, но тут нужно пробовать, не стесняться, если у вас с первого раза не получилось идеально. Ничего страшного, стирайте там 10 раз, пока у вас хорошо не получится. Потому что большие работы, как правило, первый сеанс это маячки. Маячки вы всегда успеете сделать, это вам понадобится часочек-другой. Ничего страшного, если у вас там, не знаю, 4 часа уйдет просто, чтобы ровно трансфер перевести. Потому что человеку с этим ходить всю жизнь и неделю после смерти. Поэтому логично... Ну, уже не ходить. Но поэтому логично, что работа должна быть хорошая, а композиция, она прямо решает. Очень важно в процессе татуировки, во время нанесения тату, обязательно кожу растягивать. Это я сейчас обращаюсь и к моделям, кто будет забивать татуировку на спине, и к мастерам, которые должны объяснять моделям, как себя нужно вести во время сеанса. Мы обязательно ее растягиваем. Но, когда мы трансфер переносим на наше тело, обязательно в естественном положении. Потому что вы можете быть хитрыми и такие, ага, вот здесь позвоночный столб, у нас получается так, что где-то трансфер не пробился. Ну, это просто ваша проблема, вы недостаточно хорошо его приложили, либо не смочили, либо не вырезали. Это, опять же, да, отдельная тема для разговора. И вы такие хитрые, ага, а сделай немножечко по круглее спину, сгорбись немножко. Ага, вот так все легло хорошо. Трансфер перевели, он лег у вас действительно хорошо, вы сделали весь этот портрет, все, можно выпрямляться, вы сделали весь этот портрет, и после этого такие, блин, так у меня же там этот, не знаю, Путин похож на какого-то, не знаю, этого, на Байдена, короче, потому что он вот так вот весь плюснулся. И реально, изображение, особенно если мы возьмем портрет, оно очень сильно искажается, не в 2 раза, а в 3-4 раза он сплюскивается. Если мы говорим про изображение, если мы говорим про портрет, то тем более это будет грубейшая ошибка. И очень хорошо, если вы эту ошибку заметите на этапе трансфера, и никогда уже сделаете всю татуировку. Поэтому переносим в максимально естественном положении. Пусть вам будет тут немножко неудобно, пусть у вас тут где-то трансфер не пропечатывается. Посильнее прислоняйте, чтобы у вас все пропечаталось, и все будет хорошо. Итак, по переносу трансфера заодно вдогонку вам кину лайфхак, чтобы у вас не было таких проблем. Итак, чтобы трансфер хорошо перенесся на спину, у нас без каких-то проблем, без проплешин, где у нас есть вот этот вот позвоночный столб, что мы делаем? Ну, во-первых, вырезаем наше изображение. Да, это изображение на спину не очень хорошо ложится. Сегодня у нас мастер Маша это все переводила на руку человека, но я просто вам показываю как пример. Первое, вырезаем. Второе, как следует подрезаем. Разумеется, если сейчас нос разрежем на 2 части, это будет его состыковать немножко не очень. Но если мы говорим про вот такие участки, смело можно резать. Тогда у вас трансфер лучше ляжет по форме. Это первое. Первое, подрезаем. И второй лайфхак. Слишком много забрызгивать не надо. Вот здесь у нас трансфер переведенный. Брызгаем с другой стороны. Разочек другой. Слишком дофига, если вы сбрызгаете, он у вас просто может взять и разъехаться, просто бумажка оторваться. Но немножко, когда вы сбрызгиваете, он у вас по форме тела намного лучше будет ложиться. Мы перевели трансфер у нас на спину. Теперь мы можем начинать наш сеанс татуировки. Все, Дарина, присаживайся на стул. Присаживайся. Так, теперь максимально облокачивайся на холдер. Это первое, что мы делаем. Второе. Наша задача, ну, во-первых, все, что намешается, убрать, чтобы не делать татуировку через волосы. Это во-первых. Во-вторых, просим у нашей модели, чтобы она сгорбила спину. Прям сильнее горб спину. Руки располагай как удобно, и можешь прямо уткнуться вот сюда головой. Да, помните, мы говорили, что может быть модели неудобно. Но
вам пофигу, самое главное, чтобы удобно было вам. И смотрите, у вас есть чудесный стул на колесиках, который может ездить как вам удобно. Нужно здесь поработали. У вас П-образная машинка, а не петушиная индукция, которая задребежит, и благодаря которой девушка бы, скорее всего, уже убежала бы от меня с сеанса. Нет, если мы говорим про обычный П, вы можете хоть прямо посреди студии сесть и работать. Можно здесь поработать, как парикмахерская, можно здесь поработать. Работайте, как вам удобно. Вы можете на него облокотиться, вы можете облокотиться на холдер, можете поработать так, но самое главное, чтобы что? Чтобы она горбила спину. Если она начинает выпрямляться, сразу там херачите, ну если это мужик, херачите его по хребтине, говорите так, в обычное положение сел, то есть не даете человеку расслабиться. Если ему прям тяжело, если он не может, то делайте перерывчики. Ну не забывайте, что перерывчик это часть сеанса, а оплачивается у нас весь сеанс полноценно. Поэтому как только человек платит хорошие деньги за сеанс, он, вот как я приезжал на сеанс в Петербург, у меня было 4 сеанса подряд. Я знаю, что сеанс стоит там около 40 тысяч, и если я не буду вести, ну мне опять придется ехать в Питер, опять платить там 40 косарей за каждый сеанс. Зачем, если я могу один раз потерпеть и не выебываться? Вот чем меньше человек заплатит, тем больше он будет говорить: ой, я схожу по писью, ой, мне нужно там по телефону поговорить, ой, мне больно. Но в конце заплатит вам 1000 рублей. Поэтому не нужно давать человеку мешать вам работать. Либо он дергается и не может находиться с вами на сеансе, тогда он идет домой. Если он хочет получить татуировку, то он следует вашим рекомендациям, в данном случае горбить спину. Горбить спину совершенно не обязательно. Но если у нас спина в обычном положении, видите, вам придется растягивать ее в 3-4 раза сильнее. Это просто-напросто скажется на качестве вашего вкраса и на времени вашей работы. Предположим, вы будете делать татуировку на 2-3 часа дольше, чем могли бы. Но если у вас нет холдера, вы можете воспользоваться и кушеткой. Желательно, чтобы у вас было все, чтобы вам было удобно работать максимально удобно, потому что все мы индивидуальны. Кому-то удобно работать в сидячем положении, кому-то удобно работать в лежачем положении. Если мы говорим про спину ближе к бочине, вот предположим, мы всю спину забили, и нам нужно работать здесь, то, конечно же, это удобнее сделать в лежачем положении. Если говорим про лопатки, и опять же лопатки ближе к плечу, это тоже очень индивидуально, кому-то можно удобнее работать на кушетке. Поэтому сейчас мы перебазируемся с Дариной на кушетку, ложись, на кушетку, на живот ложись. И все, здесь вы можете работать либо в сидячем положении, либо в сидячем положении, либо в стоячем положении, неважно. Но лучше, конечно, всегда сидеть, чтобы ваша спина не нагружалась. Привыкайте работать, чтобы вам было всегда удобно. Здесь тоже видим, что спина немножечко растягивается, но недостаточно. Поэтому можно, в принципе, работать и в лежачем положении. Там попросите, чтобы у вас там девушка к вам ближе легла, и так работать, в принципе, тоже нормально. По расположению рук все очень индивидуально. Вы можете их фиксировать как следует, вы можете держать их на весу. Но если вы их фиксируете прямо локтями, то вам будет удобно работать. Не говоря уж про контурные работы. Позовите какого-нибудь крутого мастера, который работает в лайнворке, в орнаменталике, и скажите: сделай вот так вот контур. Скорее всего, у него контур даже так не получится индивидуального, потому что, как правило, все профессиональные мастера привыкли работать с хорошей, удобной фиксацией рук, поэтому не стесняйтесь, ложите руки так, как вам удобно. Если вам удобно вот так работать, то работайте вот так. Самое главное, чтобы удобно было, еще раз говорю, вам. Переходим к татуировке на шее. Шея, этот участок довольно менее востребован, чем все остальные участки, тем более бедра и предплечья, но тем не менее, время от времени его юзают. Дарина, ложись сейчас на бочину. На какую? На любую. Ложусь. Так, руку убирай из-под головы. Под голову вместо руки мы кладем валик. И максимально шея у нас растягивается. Дальше. Либо спереди, либо сзади мы подлазим. И вот у нас получается вот этот вот участок. Надо, чтобы он максимально сильно растянулся. Опять же, возвращаемся к тому, что модели будет неудобно, но вам на это должно быть все равно, чтобы удобно было прежде всего вам. Здесь так, участок очень-очень сложный, поэтому ничего нового. Переводимся в естественном положении, ни в коем случае не в таком. Шея у нас очень сильно растягивается, и потом можно набивать татуировку. Шея сбоку, она намного проще, чем шея спереди и шея в круг. Это вообще отдельный вид искусства. Если мы говорим про
шею в реализме, то это непросто. Но если мы говорим про шею в орнаменталике, где много элементов, которые должны идеально лечь у нас по форме шеи, по форме тела, это прямо максимально неудобно. Вы можете много очень раз материться, и не все новички с этим справятся. У 90% новичков в случае сложной орнаменталики на всю шею получится лютый портак, поэтому за это лучше не браться. Вот, а какие-то небольшие татуировки, там графичные, орнаментальные, что еще, какой-нибудь скетч-стайл, в принципе, можно здесь располагать. Ну и шея, в целом, если мы говорим про шею сбоку, шею спереди, теперь ложись на спину. Так, и еще ближе ко мне поднимайся, еще выше, еще выше, еще выше, все, вот так вот. Голову прямо вниз, еще ниже. Вот, вот так, пипец, как модели будет неудобно, но удобно будет вам. Поэтому тут огромное количество поз можно менять, пока лично вам не будет удобно, потому что мы все индивидуальные, здесь надо больше экспериментировать. Вот один из вариантов на шее носить татуировку вот в таком положении. Неудобно, но ничего не поделаешь. Итак, все, Дарина, вставай, переходим к следующему участку. Это у нас грудь и подгрудники. Что обычно девушки любят тебе наносить? Это подгрудники. Если мы говорим про парня, то это, как правило, шлепается, или, не знаю, сюда или полинезия, или лес. Но мы говорим о том, как подчеркнуть форму тела у девушки. Вот, во-первых, что я хочу сказать от себя. Если вы парень или девушка, неважно кто вы, вам не нужно стесняться раздеть девушку на сеансе. Почему? Потому что если вы будете делать такую татуировку в лифчике, то она смотрится хорошо, а потом девушка дома себе в душе, после душа раздевается, смотрит, блядь, она вся криво уходит вот так вот, тикость-накость. А все почему? Потому что в лифчике была норма, а без лифчика не норм. Ваша задача, вы же не для лифчика делаете татуировку, а для девушки. Ваша задача, чтобы татуировка гармонично легла по форме тела. Поэтому, чтобы понять вообще, что происходит, чтобы иметь хороший, удобный доступ к татуировке, то не нужно стесняться ее раздевать. Если девушка говорит, а что, я еще должна раздеваться? Ну, блин, ты же, не знаю, вы когда к врачу приходите, что, я должен раздеваться? Да, конечно, вы должны раздеться на сеансе татуировки, если мастеру это нужно, чтобы у мастера был хороший доступ к вашему телу. Поэтому, если мы говорим про груди, ну, даете ей скотч, она заклеивает себе соски скотчем, и вот все, что она может сделать в этой ситуации. На что я хочу обратить ваше внимание. Если вы совсем новичок, либо мастер с небольшим опытом, чуть поменьше вот такой вот орнаменталики. Если вы делаете огромное количество ровных линий, то они должны быть ровные. А что нужно для того, чтобы они были ровные? Нифига не торопиться. Я знаю мастеров с опытом 2-3 года, они могут делать татуировки хуже, чем мастера, выпускники, предположим, нашей тату-школы или просто начинающие мастера, которые учатся по ютубчику, но максимально стараются и не торопятся. В таких работах это не самые удобные расположения и не самый легкий эскиз, где дофига ровных линий. Поэтому ваша задача никуда не торопиться и работать максимально аккуратно. Какая наша задача здесь еще раз? Обмануть нашего зрителя. Что значит обмануть нашего зрителя? Если вы хотите максимально подчеркнуть груди, ну логично, то есть эта татуировка предназначена для того, чтобы сделать девушку более сексуальную, женственную, подчеркнуть ее формы. Это раз. Но когда мы хотим это сделать во время сеанса, то есть мы идеально подогнали под левую грудь, идеально подогнали под правую грудь, у вас тут все супер получается. Но между пупком у вас расстояние там примерно 2 сантиметра. Поэтому здесь ваша задача сделать так, не чтобы татуировка смотрелась идеально ровно. То есть есть такие клиенты на начальных этапах мозгоебы, которые небольшую надпись здесь сделали, они говорят, а у нас здесь 2 сантиметра, а здесь 3 сантиметра. Подвинул сюда, а здесь у нас столько-то. У вас надпись маленькая, она нифига никогда не будет гармонично смотреться по форме руки, потому что она все равно будет искажаться, и рука у нас не прямоугольная, у нас не будет и там совершенно одинакового расстояния. То же самое и здесь. Открою для вас секрет, у нас титьки у девушек, они нифига не одинаковые, и пупок он у нас нифига не отцентрован между этими титьками, как по каким-то геометрическим канонам. Здесь не работает такая тема с золотым сечением, поэтому здесь наша задача сделать так, чтобы в целом татуировка смотрелась более-менее ровно. Если вам клиент говорит, что здесь на пару сантиметров, на пару миллиметров у меня татуировка уехала, то нужно ему уметь объяснять, что это нормально, и чтобы он 10 раз, миллион раз посмотрел на себя в зеркало, что его точно все устраивает, и уже после этого наносить ему татуировку. И как можно сделать так, как можно обмануть зрителя? То есть, предположим,
Вот этот элемент можно чуть-чуть подвинуть сюда, то есть неважно. Самое главное, чтобы у нас левая часть идеально подчеркивала, и левая, и правая часть идеально подчеркивали нашу грудь, и чтобы вот этот вот участок, он смотрел именно в направлении нашего пупка. Чтобы вот это вот будет палево. Вот так вот будет все, в принципе, ровно, но все равно будет палево. В сложных случаях ваша задача сделать менее ровно, но чтобы визуально это смотрелось ровнее, чем вы идеально все отмерите. Переходим к нашему следующему участку, это ребра. Дарина, вставай. Сейчас будем переносить татуировку тебе на ребра. Итак, в каком положении мы переносим ребра? Ни в коем случае не в таком. Если вы будете делать татуировку в таком положении переносить, то вы потом офигеете, во что она превратится, когда Дарина у нас опустит руку. Она максимально сильно сплюснется. Поэтому все, что мы можем сделать, чтобы наша рука не мешалась, немножечко убрать ее назад, либо чуть-чуть убрать ее вперед. Это все, что вы можете сделать. Далее переносим также в стоячем положении, чтобы Дарина у нас слишком далеко не улетела. То есть заранее предупреждаете, чтобы человек принял исходное положение. Потому что было так, что я прямо девушку толкнул, и получился такой проход в ноги, что я прямо на нее сверху упал. Вот, поэтому зафиксировали девушку. Дальше, как следует, зафиксировали трансфер. После этого сохнем 15-20 минут и можно начинать работу. На что я хочу обратить ваше внимание, что трансфер на бочине, я не знаю, как это работает, но он стирается моментально. Поэтому аккуратная работа наше все, смотрите наше видео по контуру, и маячки наше все, смотрите наше видео по маячкам на этом канале. Все, мы начинаем нашу работу. Дарина, ложись, мы будем рассказывать дальше про татуировку у нас на бочине. Прошу обратить ваше внимание, что нужно донести до клиента информацию, что этот участок довольно некомфортный, потому что лично даже я, когда у себя прыщик выдавливаю на бочине, мне хочется плакать, а здесь прямо татуировку. И бывает так, что к нам приходят модели, чтобы забиваться у стажеров. То есть у нас есть профессиональные мастера, которые работают, а есть наши стажеры, которые работают под контролем наших мастеров. И чаще всего наша задача, чтобы модель себе в портфолио сделала работу за один раз. Точнее, не модель, а стажер сделал работу за один раз. И я модель предупреждаю. А ты точно вывезешь? Вот там какой-нибудь брутальный парень. Да я вывезу, бля, буду. В итоге проходит 15-20 минут, этот чувак с поджатым хвостом просто убегает со студии. То есть вот не стоит вестись на вот то, что они, да я то. Просто говорите, стоимость сеанса такая-то. Сеанс оплачивается. Все. Вывезет человек, не вывезет, это уже его проблема, это его мотивация терпеть как следует. Поэтому чаще всего на этих участках люди дергаются. Если не дергаются, что мы делаем? Осаживаем их, там, говорим, так, Дарина, не дергайся. Если она продолжает дергаться, Дарина, поспокойнее. Раз 3-4 предупредил, спрашиваю уже серьезно. Дарина, мы что сегодня с тобой работу-то будем делать или ты продолжаешь дергаться? Потому что я-то работаю, мне это нифига не удобно, это невозможно вести контур, когда человек дергается. Она такая, все. Если опять продолжает дергаться, все, на этом сеанс заканчивается, клиент оплачивает деньги и приходит в следующий раз, просто какие-то можно сделать скидку человеку, делать какие-то небольшие, коротенькие сеансы, подешевле, но каждый сеанс должен оплачиваться, потому что это аренда, это расходные материалы и рабочее время тату-мастера. Поэтому вам придется время от времени человека осаживать, это раз, и два, вам придется время от времени, где-то мириться с тем, что человек дергается, подергивается, как-то его прямо можно... Все, ложись на бок, сейчас покажу. Где-то можно прямо ее руками фиксировать, прям вот на нее уперлись, чтобы она не дергалась. Все, она, на самом деле, если вы парень такой не стеснительный, она дергаться не будет, потому что вы ее зажали, все. Ну, ты можешь там где-то ножкой пошевелить, но это пофигу. Вот, поэтому прижали и делаете татуировку. Вы должны максимально сконцентрироваться, чтобы вас вот это вот дергание от работы не отвлекало. Что еще я хочу сказать на бочину? Руку обязательно за голову. Вот, во-первых, нет, извиняюсь, сейчас мы еще подушку сюда подложим, чтобы было нам максимально комфортно работать. Меня снимают? Так, давай, короче, под бочину подушку и ложись. Все. На самом деле этой подушки мало. Я бы подушек еще бы сюда подложил. Возвращаемся к тому, что неудобно человеку, но ничего страшного. Самое главное, чтобы удобно было вам. Здесь кожа должна очень сильно растягиваться. Руку за голову. Все.
Вот так вот более-менее можно работать. Во-первых, она кожу растягивает, во-вторых, у нас тут есть подушка. И многие начинающие мастера, они прямо офигевают от того, насколько сильно увеличилась работа. Более опытные мастера можете поставить лайк или написать в комментариях, что это действительно так. Когда вы перевели работу в нормальном положении, а потом положили девушку или парня и попросили кожу растянуть, работа становится ровно в 2-3 раза больше. Прикиньте, насколько она увеличивается. И вы такие, блин, короче, договорились на одну сумму, тут работа в 3 раза больше стала. Ну, ничего не поделаешь. Большая работа, но зато вам работать будет комфортнее. То есть максимальное натяжение кожи здесь, которое создается при помощи подушки, которую мы подкладываем. Здесь бы я на самом деле еще бы подложил. И второе, это фиксация руки. Помните, про что я говорил? То есть очень важно, чтобы модель, либо ваш клиент кожу растягивал по той причине, чтобы вам было удобно работать. Следующий участок – это рука. Раз уж мы лежим, то начнем долбежку именно в таком положении. А все почему? Потому что довольно удобно так работать. Многие начинающие мастера, они недооценивают такую позицию. А все почему? Потому что многие о ней даже не знают, хотя довольно элементарная поза. Здесь можно красить и предплечье, можно красить и предплечье с другой стороны, можно красить и бицуху, и даже часть плеча. Довольно легко можно добраться до практически любых участков. И часто еще красится бицуха с внутренней стороны. Вот здесь очень удобно работать. Ни в каком другом положении вам так удобно не будет, как именно в этом. Чем еще хороша такая поза? Предположим, если ваш человек пёзнулся в обморок, вы что можете сделать? Просто дать ему вкусненького чая сладкого, на штырку понюхать, ноги запрокинуть на какую-то, не знаю, бутылку из-под кулера и продолжить делать татуировку. Ну, если ему хочется упасть в обморок, пусть он падает в обморок, но так вы можете знать, что он не пёзится головой о плитку либо об угол, что будет очень травматично. Поэтому в лежачем положении, вот для тех, кто склонен к обморочным состояниям, вот идеальное положение – это вот как раз таки лежа. У нас были случаи, когда человек плохо себя чувствовал, в самом начале их накрывает, некоторых. А все почему? Потому что не им больно, не моделям больно, а потому что они себя так психологически настраивают, они слишком сильно боятся, и вот они склонны к тому, чтобы упасть в обморок, поэтому в лежачем положении вам ничего не грозит. Ну и следующие участки расположения для нанесения татуировки на руку – это холдер. Дарина, вставай, пожалуйста, и присаживайся вот сюда. Итак, если у вас нет кушетки, либо вам не хочется работать на кушетке, если мы говорим про кисть, под кисть просто можно подложить какой-то валик, я не знаю, какую-нибудь, не знаю, банку с вазелином или пивную банку, я не знаю, все что угодно, там банку из-под колы, и вот уже сверху вот здесь вот делать татуировку. Если мы говорим про предплечье, то вот тут смело можно работать. Смело можно работать на предплечье со всех сторон. И если мы говорим про... Сейчас я у тебя заберу этот холдер и поставлю другой холдер, чтобы не тратить время на его поднятие. Руку перебрасывай сейчас и садись лицом туда, к входу. Так, если видим, что слишком высоко, ну, разумеется, мы не деревья, мы можем сделать холдер выше или ниже. Так, сделаем вот так вот, зафиксируем. Вот. Не нужно в процессе работы стесняться, сделать холдер повыше, сделать холдер пониже. Вы его забарьерили, все, вы можете во время сеанса юзать его как вам удобно. Не нужно из-за своей скромности делать херню, если вам неудобно, и тратить лишнее время. Если вам неудобно, сядьте как вам будет удобно. Или вот так вот работать. Вы можете вот так вот работать. Вот. По-разному холдер можно юзать. Если говорим про плечо, то, конечно же, тут поможет нам в этом холдер. Можно работать стоя, можно работать сидя, но на холдере. Весь мой рукав, полностью весь мой рукав мне сделали в лежачем положении. Сидел я только 4 часа из, не знаю, там, сколько у нас было, 10, ну, из 40 часов, примерно 4-5 часов я сидел в сидячем положении, мне делали только верхнюю часть. Вот эту вот верхнюю часть мне сделали в сидячем положении. Все остальное меня долбили в лежачем положении 4 сеанса подряд. Я надеюсь, что это видео было для вас действительно очень полезным и познавательным. Если вы хотите, чтобы какую-то позу или какой-то участок
я разобрал подробнее, уже максимально подробно, досконально, вы можете написать в комментарии свои идеи, мы их рассмотрим и, возможно, снимем видео именно по вашим запросам. С вами был Павел, канал Территория Татуировки. Всем счастья!